science and sustainability. And also we conduct very rigorous testing. So you will see that our fragrances are extremely good in long lastingness, diffusion and intensity. Прежде чем рассказать какие-то детали, нужно сказать о том, что ароматы компании Орифлейм на рынке уже 50 лет. И это в первую очередь высокое качество. Мы используем только натуральные ингредиенты, и об этом сейчас расскажу немножечко позже. Но что самое главное, что мы работаем с самыми известными парфюмерами, которые работают в линейке лакшери по всему миру. И это очень важно знать. Кроме того, мы используем в наших продуктах, в наших ароматах только 100% натуральный спирт. Поэтому это почему важно? Потому что мы не только следуем всем трендам, но мы еще как шведская компания очень-очень бережно относимся к окружающей среде. Поэтому кроме красоты, трендовости и классных наших ароматов, с другой стороны, есть очень большая ценность того, что мы с бережностью относимся к окружающей среде и следим за устойчивым развитием, что сегодня тренд номер один на рынке. And if you wonder, okay, but how come, our fragrances are not as expensive as luxury brands? Why is the price difference? Is it a quality difference? And to be perfectly honest, it's not. It's because at Oriflame, we put the money into creating the product. We do not have big fancy ad campaigns with Charlize Theron or Johnny Depp or Brad Pitt or Angelina Jolie. We put our investment in the quality and the creation of the product itself. И, наверное, самый главный вопрос, который у вас сейчас возникает, хорошо, если мы используем всех тех парфюмеров, и все так у нас отлично, как в индустрии лакшери, почему же наши ароматы стоят гораздо дешевле, да, чем те, которые в лакшери? Ответ очень простой, потому что мы инвестируем в исследование и в то, чтобы создать классный продукт, в то время как лакшери-бренды, они инвестируют в то, чтобы нанять звезду типа Брэд Питта, да, который со страниц гламурных журналов рассказывает об этом. Они очень много вкладывают в саму рекламу, а мы вместо этого вкладываем очень много в создание качественного продукта. Johanna, just one organization question. I want to tell our people that they have some questions here below, but I tell them that we gather all questions and then in some Google file or something. Absolutely. Okay? Друзья, wonderful. Perfect. Друзья, я смотрю, вы задаете много вопросов в комментариях, что очень логично. Спасибо огромное вам за них. Мы сделаем следующим образом. Поскольку у нас очень-очень такой сжатый график в рамках бизнес-завтрака, мы соберем в течение встречи, пишите все свои вопросы, мы их соберем в файл, и после того, когда сегодняшняя встреча закончится, мы получим ответы от Йоханны на все эти вопросы, и вам в бизнес-прокачке этот файл сбросим, у вас все будет под рукой, и вы сможете на них отвечать, их читать. Договорились? Отлично. Great. Yeah, so we can continue. Okay, so this was the introduction of Oriflame fragrances. So just so you know, a lot of exciting projects are coming up. I mean, we have a very passionate team in Stockholm that's working in fragrance. It's 5 people that are very passionate about fragrances, and we really put all our heart into creating what we believe is the best and products that we feel we want to be proud of. So we really hope that you'll be on board and that you will love them as much as we do. Для вашей информации, 5 человек в стокгольмском офисе работают над тем, чтобы наши ароматы были номер 2, а то и номер 1, чтобы мы продавали как можно больше и создавали вот эти классные ароматы. Я уверена, что это та команда, которая работает со всей, нашим украинским словом, со всей энергией для того, чтобы у нас был лучший продукт. Okay, so let's start. So first fragrance launched today is a masculine fragrance that I'm very happy to introduce to you, that you will discover in the catalog, is Debanair. So as you can see, very handsome man. So what is Debanair about? Первый аромат, о котором мы хотим сегодня поговорить, вы его наверняка видели в каталогах в текущих, и наверняка вы его уже продаете. Это мужской аромат Debanair. В чем его уникальность, в чем его сущность?
So behind the inspiration, when we were working about this product, we were thinking, okay, who is the man that inspires us? So behind the name Debanair means a gentleman. So that's why this perfume is called Debanair. Debanair means confident, stylish, and charming. So we were really inspired, especially in today in the 21st century, where there are different ways of being a man, that you can have any different personality, but still be a gentleman. So it was more about the attitude. Your actions really define who you are. So confident, stylish, and charming. And as you can see, we were very much inspired by Prince William, for instance, amongst others, and all these young modern men that still have these timeless values of being a gentleman. Перед тем, как создавать этот аромат, мы посмотрели, кем мы хотим вдохновиться, какой мужчина вдохновляет нас на то, чтобы создать этот аромат. И самое первое, что пришло в голову, это, конечно же, джентльмен, потому что это слово, оно вне времени. Джентльмен — это уверенный в себе, стильный, харизматичный человек, к которому стремятся все. Поэтому, если вы посмотрите на слайд, принц Уильям был одним из вдохновителей, да, он как раз является вот тем типом людей, тем типом джентльменов, с которыми мы хотим, чтобы ассоциировалась наша туалетная вода. Поэтому мы, когда говорим о туалетной воде Debanair, мы говорим об уверенности, самоуверенности, о стильности и о харизме, такой классной мужской харизме. So what we decided to think is, okay, who is this man? Who is Debanair? How can we recognize the Debanair man? So we came up with this modern gentleman's guide of how to be a Debanair man. So, of course, ladies, I'm sure, and men, you agree, that we all would love to have a Debanair man as a husband. A Debanair man is a gentleman. He always offers his jacket, for instance. He always protects. He's the first to put out his umbrella. He's the first, he also, with some humor, knows a good florist. So a Debanair man is a man that, you know, is really in his behavior a very respectful, charming, stylish, funny man that we women clearly would love to have. И давайте уйдем немножко в детали. Кто же этот Debanair man? Этот Debanair джентльмен, кто он, как он выглядит. Вы наверняка сейчас, все женщины, наверняка захотите иметь такого Debanair мэна в своих мужьях. Или, может быть, уже имеете. Потому что это тот человек, который всегда женщине может предложить свой пиджак, если ей холодно. Это тот мужчина, который всегда защитит. Это тот мужчина, который всегда откроет зонтик, если на улице дождь. Это тот мужчина, который знает, где в городе продаются лучшие цветы и покупает их. Поэтому это действительно воплощение такого настоящего мужского начала, уважающего, в то же время с хорошим чувством юмора, такого настоящего джентльмена, о котором мы пишем, о котором мы много смотрим фильмов и читаем книг. So now the fragrance. So for the fragrance, of course, when you think about gentleman, you think about something really traditional. And the whole idea, like when we created the fragrances with the perfume Adelson Rato, was to think, okay, we want to have a scent that is traditional, that is timeless, that is a classic, but at the same time, we want it to be done in a very modern way. So, of course, we want it to be elegant and modern at the same time. So the olfactive family for Debanair is an elegant, woody, aromatic. The key ingredient is really cedar leaf. So aromatic fragrances for men are a very sort of classic, timeless, beautiful scent for men. But here, what makes it really special and a little bit, I would say, more modern and more 2020
21st century, is that in the top there is a touch of grapefruit for a lot of freshness, and in the bottom notes we have patchouli, sandalwood, so that's quite, I would say, classic and timeless. But the cedar leaf is not the cedar wood. It is a leaf, so it's much more green, much more crisp, and it's a beautiful fresh note that is really has a lot of depth to it as well. So it has at the same time intensity and at the same time freshness. So we feel that that is a very nice modern interpretation of a classic traditional family of men's fragrances. Когда задумывался этот аромат, и ребята из команды обсуждали с Айдил Самрата, это как раз парфюмер, с которым сотрудничали в части этой туалетной воды, когда обсуждали, какой же должен быть аромат, все сошлись на том, что это должен быть в любом случае классический аромат, такой, к которому все привыкли, но он должен соответствовать 21-му столетию. То есть это достаточно сложный вызов был такой, чтобы сделать аромат классический, но в то же время модерновый, в то же время очень такой современный. И один очень важный компонент помог как раз создать этот аромат, и это хвоя кедра. Здесь очень важно заметить, что это не хвойное дерево, не дерево само по себе, не кедровое дерево само по себе, а его хвоя, что как раз дает вот этому аромату более такой свежести и более такой настоящей насыщенности. Кроме этого, в этом аромате еще есть грейпфрут, что очень важно, поскольку он дает вот эту такую свежесть, такой свежий аромат, свежую нотку, с одной стороны. И с другой стороны, в базовые ноты этого аромата это ветивер, сандал и пачули. Это как раз вот те классические ноты, которые используются всегда во всех дорогих и во всех классических таких настоящих ароматах. So let's just focus on the cedar leaf. So this was really the heart of the fragrance, saying, okay, let's take classic and make it modern. And this, why? Because we felt it brought elegance, refinement, and seduction in a very modern way, but that still has this timeless appeal to it. So it's an eternal fragrance that's never going to age. So what's special with the cedar leaf is really the freshness and the aromatic woody notes. It is a leaf, so it combines really the fresh, but it also combines the depth and the richness of the wood. Давайте теперь поговорим о том, что же лежит в сердце этого аромата. И как раз в сердце этого аромата лежит хвоя кедра. И здесь очень важно как раз видеть, что хвоя — это вот эти зеленые листики, да, то есть это не дерево само по себе, не кожура сама по себе, а вот это хвоя. Почему мы на этом очень заостряем внимание? Поскольку как раз вот эта хвоя, она дает такой, знаете, очень легкий, но в то же время насыщенный аромат. Хвоя кедра, она лежит везде в основе классических ароматов, но в то же время ее используют для того, чтобы именно хвою, чтобы сделать его более таким настоящим и насыщенным. Это классическая парфюмерная нота, которая используется уже огромное количество лет, и ее вот эта травянистость как раз придает композиции вот эту элегантность, вот эту утонченность, вот эту притягательность. Давайте назовем это вот эту богатую нотку. Знаете, вот когда проходит мужчина, и ты от него слышишь такую глубокую, богатую нотку, вот ты понимаешь, что у него все классно в жизни. Вот это как раз нотка вот этого хвои кедра. Okay. Now, as you can see, this is the communication. So we have this man that we picked because we thought he was very handsome, of course, but we also thought that there was something sweet and kind about him, that he's very smiley, he's very attentive. So he's a nice guy. So he's a nice guy, but he's also a hot guy. So that makes it great. И с точки зрения коммуникации, вы видите вот этого мужчину на наших страницах. С помощью его образа мы как раз пытались донести вот эту классическую стабильность, но с нотами современности. Да? То есть это, с одной стороны, такой хороший, улыбающийся, настоящий защитник, мужчина, который может подарить цветок
который может пошутить, но с другой стороны, это вот такой классический, стабильный тип мужчины, за которым не страшно, за которым пойдешь куда угодно. Вот, собственно, он на страницах нашего каталога, мы надеемся, удалось донести вот эту квинтэссенцию классической части и модерновой части мужчин. Yay! So thank you. That is for Debanair. So I tried to learn how to say thank you, but I didn't really get it. So I will try. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Yeah, exactly. Yay! It's really, I'm really happy that you